Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами будем разбирать узор жакета, который вы видели в первых видеокадрах. Он очень простой, но смотрите, как красиво, элегантно смотрится эта вещь. Нам предлагают два узора. Первый как бы основной, и второй это для отделки низа. Они идентичны. Разница только в том, что мы с вами в разной очередности и в порядке располагаем вот эти вот веера. А так все идет как бы по схеме. Схема у вас будет выкройка, схема выкройки. Вы сможете воспользоваться и связать, кому понравился такой жакет. Или же применить эту вещь для какого-то другого вашего изделия. Поэтому давайте сейчас приступим. Итак, давайте начнем с вами разбирать узор. В этот раз у меня есть распечатанная схема. И как вы видите, схемы две. Первая схема – это у нас с вами основная часть нашего жакета. Вторая часть – это у нас именно низ жакета. Если мы посмотрим на жакет и присмотримся к выкройке, то вы сейчас видите на экране, что видите, показано идет сначала вверх, потом вниз. Мы с вами будем вязать эту схему. Они очень похожи, только периодичность у них немножко разная, я откомментирую. Для образца в данном случае у нас раппорт составляет 48 петель. И для образца нужно набрать 80 петель. Я уже набрала. И теперь давайте посмотрим схему. Первый ряд у нас идет арки. Вот видите, точно так же, как и в этом ряду. Первый ряд арки, а затем мы начнем уже разбивать на секции. Арочки у нас идут по 5 воздушных петель, и между столбиками без накида первым и последующим 1, 2, 3, то есть в четвертую петлю на цепочке будем делать столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, через 3 в четвертую столбик. Итак, смотрите, мы с вами просчитали, связали необходимое количество начальных. И теперь 1, 2, 3, 4, 5. Да? Мы помним, что у нас 5. И от этой точки вот 5, дальше 6, 7, 8. И в 9 мы вяжем с вами столбик без накида. В 9 петельку. Вот так. Далее опять 1, 2, 3, 4, 5. На цепочке считаем. 1, 2, 3 в четвертую петлю столбик без накида. И так мы с вами провязываем весь ряд арок. Связали мы с вами первый ряд. У нас должно получиться 20 арок. Поворачиваем наше вязание и смотрим. Вот будем вязать теперь с этой стороны. 5 воздушных закрепились под аркой. И затем сразу же с этой столбика без накида мы в нижний столбик будем вязать веер из 5 столбиков. Закрепляемся под арку и далее. 1 арка, 2, 3, 4, 5. 5 арочек до следующего веера. Значит, с этой точки мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Я захожу под арку, вяжу столбик без накида. С этой точки делаю накид и вот в нижний столбик вяжем первый, второй, третий, четвертый и 5 столбик без накида. Столбик с одним накидом. И заходим под арку, идущую по ходу движения, и закрепляем этот веер. Вот что у нас с вами получилось. Далее, как мы с вами смотрели, идет 5 арочек. 1, 2, 3, 4, 5. Идем под арку и закрепились. И еще, кроме этой, еще 4 арки. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5. 5 арок получили. Теперь вот прямо с этого столбика я делаю накид
И вот как вы видите, в рядом стоящий в нижнем ряду столбик без накида, мы в него опять вяжем веер из 5 столбиков. Второй, вот, третий, четвертый и 5 столбик. И опять-таки фиксируемся вершиной столбика под арку. И далее опять вывязываем 5 арочек. Так продолжаем. Прошли мы с вами весь ряд. В итоге у нас, смотрите, получилось вот один веер, второй, третий и вот четвертый, последний веер. Между каждыми веерами у нас 1, 2, 3, 4, 5 арок. Последний столбик. Теперь мы с вами делаем 2 воздушных петельки, накид и вот как бы ну, я бы сказала, что это в начало нашего вязания, да, потому что у нас это была арка через 3 накид, и мы вот в самую последнюю точку или начальную точку цепочки мы зашли и связали столбик с одним накидом для того, чтобы вот выровнять этот ряд. Повернули вязание и давайте посмотрим схему. Вот наш ряд, видите, 1, 2, 3, 4. Далее у нас идет арка из 5 воздушных, которая заходит именно вот в вершинку третьего столбика из этих 5. Следующая арка 1, 2 и затем идет веер. Если мы посмотрим на нижнюю схему, то у нас здесь веера, вернее вот эти столбики, будут в каждом сегменте. Здесь у нас будет через сегмент, то есть они у нас идут как бы в шахматном порядке. Видите, располагается. Следующая веера будет немножко выше, там, где этого нет. Значит, у нас получается в первом и в последнем сегменте мы с вами сделаем вот эти столбики, а в центральном просто будут арочки. Так, давайте выполним этот узор. А в нижнем узоре у нас в каждом сегменте, который мы разбили, будут происходить арки. Ну да, столбики в арках. 1, 2, 3, 4, 5. И как мы смотрели, вот первый, второй, в третий столбик я зашла, связала столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим под арку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Зашли под арку, столбик без накида. Мы получили с вами вот 2 арочки. Теперь я делаю накид, нет, сейчас посмотрю. 1 воздушная петелька, накид. И вот следующую арку мы с вами вяжем 5 столбиков через 1 воздушную петлю. Первый столбик петля, второй столбик воздушная, третий столбик воздушная, четвертый воздушная и 5 столбик воздушная петелька и закрепились под аркой. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. Я иду под арку. Да? 1, 2, 3, 4, 5. Я иду в третий столбик, потому что у нас на пути появился веер. Вот, получается, мы сегмент от веера до веера заполнили. Следующий сегмент от веера до веера мы провязываем просто арками, а вот последний, третий, мы выполняем через 2 арки в центральной 5 столбиков через 1 воздушную петельку. Итак, продолжаем. Смотрим, вот что у нас уже получилось. Видите, один сегмент занят, свободный, и следующий занят. Последний. Мы с вами связали 5 воздушных, зашли под арку, или же, вот как получается, в третью петельку подъема, как бы, и связали столбик без накида. Повернули вязание. Я делаю петельку, и в этот же столбик захожу и вяжу столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Да, мы с вами не посмотрели схему. Вот мы с вами связали этот ряд.
да, вот там, где у нас были столбики, зашли. Теперь 3 петельки или 5 воздушных. Вот наш, мы заходим с вами под вот эту арочку, вот она арочка эта, и затем вяжем веер. Затем через одну арку мы с вами будем выполнять вот столбики с одной вершинкой. Через 2 воздушных, только первая и последняя петелька у нас будет одна. А так у нас получается 5, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, между ними по 2 воздушных. Далее опять одна, веер, а этот сегмент опять-таки у нас с вами пустой. Следующий заполняем столбиками с одной вершины. Поэтому мы с вами связали 5 воздушных. 5 воздушных. Я зашла под арку и связала столбик без накида. Теперь делаю накид и вот вершину столбика вяжем 5. То есть вот эти у нас как бы веера, это они разделяют у нас наши сегменты. Вот третий, четвертый и 5 столбик. Связали, закрепились под арочку столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных, зашли под арку, связали столбик без накида. Видим, что у нас по ходу движения идут столбики. 1 воздушная, накид. Я захожу в первый столбик. Судя по схеме, можно 4-3 столбика недовязанных с одним накидом. Можете смотреть по тому, как вам нравится, или по толщине пряжи. Ну, я сделаю 4 столбика недовязанных с одним накидом. Теперь соединила и закрепила. Вот у меня получился столбик. 2 воздушных, накид. Захожу в вершину следующего, второго столбика и опять выполняю такой же столбик. То есть как бы это у нас будет второй, а по схеме у нас с вами 5 столбиков. Связали мы первый, второй, третий, четвертый, 5 столбик. Теперь 1 воздушная петелька, закрепляемся под арочкой, 5 воздушных, 2, 3, 4, 5 под следующую арку. По ходу движения у нас идет разделяющий веер. Я делаю накид, захожу вот в столбик без накида и в него вяжем 5 столбиков с одним накидом. Второй, вот третий, четвертый и 5. Опять-таки закрепляемся под аркой. Вот у нас получается первый сегмент и последний сегмент будет с вот этими как бы веерами, средний будет пустой. Прошли мы с вами и этот ряд. Четко видны, видите, веера и пустая ячейка, и пустая, скажем, ячейки они или эти сегменты. Связали с вами последний веер. Теперь 2 воздушных петли, я делаю накид, и вот здесь у нас с вами был столбик без накида, я в него захожу и вяжу столбик с одним накидом, вот так вот. И образом мы с вами завершили этот ряд. Следующий ряд, если мы посмотрим на нашу схему, вот следующий, видите, он идет просто арочками. Далее у нас идет ряд арочками 1, 2, а в третьем ряду у нас будет разбивка уже в центральном сегменте. Если у нас больше с вами таких сегментов, значит будет в этом и в этом сегменте. То есть мы чередуем их через сегмент. Что мы с вами сейчас делаем? Я делаю 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, иду в третий столбик, 1, 2, 3, 4, 5, иду под арку, 1, 2, 3, 4, 5, иду под арку между первым и вторым столбиком, 1, 2, 3,
4, 5. Иду в вершину третьего столбика центрального. 1, 2, 3, 4, 5. Между четвертым и пятым арочка, зашли в нее. 1, 2, 3, 4, 5. Далее у нас просто подарку. И вершину третьего столбика. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитываем и заходим в третий столбик, в вершину, связали столбик без накида. Далее у нас просто арки, а здесь мы с вами выполняем такую же последовательность, как сделали в первой части. Прошла я весь этот ряд арочками, как вы видите. 5 воздушных и зашла просто под арку, связала столбик без накида. Поворачиваем. Следующий ряд у нас с вами тоже будет арки 1, 2, 3, 4, 5 под арку. Но в этом случае, да, мы с вами чередуем один ряд столбик без накида, второй ряд у нас идет разделяющий веер. Поэтому с этой точки я делаю накид, захожу в столбик без накида, и здесь мы вяжем с вами разделяющий веер. Второй столбик, третий, четвертый и пятый. Соединяемся с аркой. Далее идем просто столбиками, доходим, вернее арками, доходим до вот здесь мы с вами вывязываем столбик без накида, и в следующий разделяющий веер тоже вывязываем 5. И так повторяем. То есть кроме вот этих разделяющих вееров, здесь в этом ряду у нас ничего нет. Прошла этот ряд и завершаем мы с вами веер, 2 воздушных, накид и вершинку столбика, столбик с одним накидом. Далее 1, 2, 3, 4, 5 в третий столбик, столбик без накида. И вот этот пролет мы с вами вывязываем просто арками по 5 воздушных. Так, смотрим. Видите, вот как бы первая часть у нас идет просто арки. Мы опять-таки заходим в вершину. А следующий, там где у нас не было с вами вот этого веера, мы будем с вами разбивать новый веер. 5 воздушных, я захожу под арочку, первый столбик, и 1, 2, 3, 4, 5 под арку, столбик без накида. А сейчас одна воздушная петелька, накид, и в центральную, в третью арку столбик, петля, столбик, петля. Это третий столбик, петля, четвертый столбик, петля и пятый столбик. Одна воздушная, и закрепляемся под арку, идущую по ходу. Далее у нас 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 под арку, 5 воздушных и в третий столбик. А следующий пролет у нас будет просто одни арки. Завершили мы с вами ряд арочкой и зашли как бы в третью петельку подъема. Вот видим, да, первый, последний у нас пустые, центральный у нас размещен веер. Далее, в принципе, все повторяется, ничего нового я вам уже показать не могу. Единственное, что 1, 2, 3, 4, 5 зашли под арку. Далее у нас идет веер из 5 столбиков. Этот ряд у нас будет именно с веерами, которые разбивают сегменты. Да, и доходим до вот этих вот столбиков. Смотрим. Первый сегмент мы с вами сделали разбивочные наши веера, арка, и вот по ходу движения наш основной как бы веер на сетке. Теперь одна воздушная петелька, накид, и в этот столбик, я просто напоминаю вам, мы вяжем с вами 3 или 4 недовязанных столбика с одним накидом и закрепляем их в одну вершину. Теперь 2 воздушных, накид, и переходим в следующий столбик. То есть все выполняем точно так же, как и выполняли вот эти вот веера по бокам. Далее мы опять с вами движемся, если посмотреть на схему, видите, мы опять с вами движемся в высоту. После завершения этого веера 2 столбика и опять разбивание уже по краям. Я сейчас довяжу, мы посмотрим.
Так, я связала еще один ряд, да, чтобы вы видели принцип его. Ну, а в принципе, далее все понятно по схеме. Я предварительно связала еще вот нижний ряд. Если мы его вот так вот соединим, то у нас, видите, получается вот такой вот, это нижняя часть нашей жакета, это верхняя часть. Нижняя часть вяжется точно так же, никаких новшеств здесь нет. Точно так же 2 ряда между ними, просто в каждом сегменте мы с вами разбиваем вот эти вот веера. Ну и разделяющие веера тоже присутствуют. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!